Еще 2 года назад я плевалась только от одной мысли о переезде в Абу-Даби. Мы пробовали переезжать пожить на 3-4 дня, на неделю, но вот любви так и не случалось. Но прошло 2 года, и мы уже 4 месяца живем в столице. И я с уверенностью могу сказать, что Абу-Даби прекрасен. В любую точку города ты доедешь за 15, максимум 20 минут. Много зелени, спокойно, и как будто бы никто не пытается кого-то впечатлить или жить в постоянной гонке. Когда, чтобы просто оставаться на месте, нужно бежать. Сегодня я расскажу вам, как мы искали квартиру, как прошел переезд, где искать мебель, еду, врачей и дзен. Потому что именно его я нашла в этом городе. А еще о том, что курьеры тут даже не смотрят в глаза. Квартиру можно потерять, пока ты поднимаешься в лифте на ее просмотр, а салоны красоты, в общем, все по порядку. Мы начали искать жилье за несколько месяцев до переезда, и весь процесс у нас занял 4 месяца. Благо, у нас были прекрасные отношения с нашим агентом в Дубае, и он с легкостью, без проблем согласился продлить наш годовой контракт еще на 1 месяц, потому что мы были все еще без жилья в Абу-Даби. За все эти месяцы мы пролистали все сайты и агрегаторы по поиску жилья и встретились с множеством агентов. Иногда мы ездили смотреть варианты по выходным, иногда просто ехали, заходили в понравившееся здание и узнавали у секьюрити, есть ли свободные квартиры для аренды. Как только мы определились, в каком районе готовы рассматривать жилье, то стало очевидно, что выбор не такой уж и большой. Да и вообще все эти красивые квартиры с фоточками давно уже сданы. Они висят больше просто, чтобы привлечь внимание. А агент тебе пишет: «Ой, это уже ушла, но я могу показать что-то похожее». А она вообще не похожа ни капельки. К слову, не все. Похожие все-таки были, но варианты, правда, были очень разные. Мы искали светлую, просторную квартиру с 1 или 2 спальнями. Ниже на экране я поделюсь теми районами, которые понравились мне больше всего. А к вот этим жилым комплексам я реально советую присмотреться, потому что это самые красивые квартиры, которые мы видели в Абу-Даби. Эти здания реально оставили приятное впечатление. Но цены на хороший новый жилой фонд, как в Дубае, а иногда и выше. И даже если вы нашли идеальный вариант, это еще совсем не значит, что вы в него заедете. Квартиру могут забронировать, пока вы отправляете документы или поднимаетесь в лифте на ее просмотр. Именно так мы потеряли 3 классных варианта. И да, тут можно забронировать квартиру просто по ID, даже без предоплаты. И пока ты едешь на просмотр квартиры, кто-то ее уже оформляет. Удивил список документов. Помимо Emirates ID и визы, просят справку о зарплате, банковскую выписку и credit score. В Дубае такое не просили. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это территория рядом. И я сейчас не про парки или аллеи. Если видите, что рядом пустырь, то 95% здесь начнется стройка и очень скоро. И так круги поиска сужаются еще больше. Квест тот еще в общем, но под самый переезд нам позвонил агент. Есть 2 квартиры, только что освободились. Мы не стали медлить, документы, чеки и все, квартира наша. Почти случайно, или судьба. Я до последнего верила, что наша квартира найдет нас сама, и так оно и вышло. А дальше коробки, пакеты, прощание со старыми вещами и новая глава «Жизнь в Абу-Даби». Сначала я хотела нанять мувинговую компанию, чтобы они полностью занялись всем переездом и сбором вещей. Но потом подумала, а зачем тащить старый хлам, который уже не используется, вещи, которые не носятся, в новую квартиру. Мы перевозили только личные вещи. Всю мебель мы оставили на той квартире, потому что мы ее меняли, естественно, с согласованием хозяина. И несмотря на то, что я регулярно провожу ревизию раз в 3 месяца, в этот раз я собрала 6 огромных пакетов с одеждой и столько же пакетов с обувью, которые благополучно раздала через Инстаграм. Совместила, так сказать, приятное с полезным. Коробки мы заказывали у муверов. Правда, их нам в итоге не хватило, поэтому докупали сами дальше в Инсташопе и на Амазоне. И сам перевоз вещей из Дубая в Абу-Даби обошелся нам в 900 дирхамов.
Первое, что мы сделали в новой квартире, это купили матрас. И это было очень правильное и мудрое решение. Потому что пока мы нашли мебель, пока выбрали, купили, пока ее доставили, где-то неделю мы спали прямо на полу. Родственники мужа были немного в шоке от того, что как так перевез жену в пустую квартиру спать на полу. Ну, а нам было кайфово. У меня было реальное ощущение, что мы вот только-только поженились и вместе заново строим наше гнездышко. И так как переезд пришелся на Рамадан, в это время, как правило, у меня нет никогда никаких съемок, да и в принципе новый город, нет клиентов, съемок тоже нету. Поэтому мы спокойно, не спеша занимались обустройством нашего нового дома. Когда мы разобрались с коробками и со всеми доставками, пришло время освоить еще одну сторону новой жизни, где закупаться, что вкусного есть и где искать настоящие находки. Помимо стандартных супермаркетов, я советую вам обязательно заглянуть на местные рынки. Это прям must. Во-первых, овощной рынок. Там такие фрукты и овощи, которые в супермаркете вы просто не найдете. Сочные помидоры из Азербайджана, черешня из Узбекистана, арбузы, которые реально пахнут летом, свежие, натуральные, сезонные, без всякой лишней упаковки и ненужного пластика. Во-вторых, это атмосфера. В то время как большинство давно перешли на стерильные супермаркеты с кондиционерами, здесь все по-настоящему. Живой шум, перекрикивающие продавцы, ароматы специй и свежей зелени. И в-третьих, это цены. На 150-200 дирхам вы можете закупить полный багажник продуктов на целую неделю. Фрукты, овощи, зелень – все в разы дешевле, чем в обычных магазинах. Только обязательно берите с собой наличку и не стесняйтесь торговаться. Следующий рынок – это фиш-маркет. Там отличная свежая рыба, креветки, кальмары, и главное, их можно сразу же там отдать на приготовление. На месте есть простые местные кафешки, это далеко не фэнси рестораны, но еда там реально вкусная. В следующем видео, кстати, покажу места, где в Абу-Даби можно поесть очень вкусно и совсем за недорого. Но прежде чем отправиться на рынок, вам необходимо позаботиться о том, чтобы у вас было где это добро хранить. И тут сразу мини-лайфхак. Если вы являетесь счастливым обладателем карты Фаза, то в Sharaf DJ вас ждут приятные скидки на покупку техники. А вот мебель может занять у вас чуть больше времени. В целом, мы большую часть заказывали онлайн, потому что я просто очень люблю онлайн-шоппинг. Но с мебелью, конечно, так не выйдет. Нужно потрогать, посидеть, все сравнить. Так что мы прошлись предварительно по всем классическим магазинам, которые только есть в Абу-Даби. Неожиданностью оказалось, что Home Center оказался интереснее, чем IKEA. Особенно если попасть на распродажи, то цены реально приятные. В среднем доставка мебели занимает около недели, а вот вся мелочевка, постельная, посуда, кухонные штуки приезжают буквально на следующий день или максимум через день. Магазины, где еще можно найти разные варианты мебели на любой вкус и кошелек, напишу здесь. Для недорогих мелочей советую обратить внимание на такие магазины, как Day to Day, City One и Aswaq Al-Imarat. Мы закупили просто целую тележку всего на свете. Видите, мы набрали кучу всего до дома: салфетки, пакеты для мусора, мелочевка. И за это все дали чуть больше 150 дирхам. Запоминайте место. А онлайн, конечно, это Amazon, Temu и Shein. И маленький лайфхак, который я обнаружила: проверяйте одни и те же товары на Temu и Амазоне, потому что я нашла очень большое количество товаров для дома по одинаковой цене. С разницей лишь в том, что Amazon доставляет на следующий день, а вот с сайта Temu нужно ждать минимум 2 недели. После всей этой эпопеи с техникой и мебелью начинается вторая волна доставок. И тут у меня случился маленький культурный шок. Во-первых, курьеры здесь никогда не звонят в дверь, а звонят на телефон. Во-вторых, они никогда не смотрят, не заглядывают в квартиру, а стоят сбоку, здороваются и просто протягивают пакет с доставкой. Первое время было непривычно, особенно на контрасте с Дубаем. А потом я поняла, возможно, я могу ошибаться, но мне кажется, что это связано с личными границами и уважением, потому что здесь все-таки большинство — это местное население, а экспатов тут меньшинство. Еще один момент, который сразу бросился мне в глаза, это когда пришли мастера по обслуживанию квартиры, заменить свет в некоторых местах и устранить мелкие поломки на кухне. И тут меня удивило даже не скорость, а то, что они пришли в своих бахилах, быстро сделали свою работу, тихо, спокойно, убрали за собой и ушли.
И раз уж мы заговорили про доставки, то первое, что вам нужно сделать, как только вы переедете, это установить приложение. Этот список полезных приложений, которые вам обязательно понадобятся в Абу-Даби. Во-первых, доставка продуктов и еды. Talabat, Deliveroo, Careem Food станут вашими лучшими друзьями. И чтобы каждый раз не платить за доставку по 9 дирхамов, я настоятельно рекомендую вам сразу оформить себе ежемесячную подписку. Это реально выгоднее, плюс там часто бывают хорошие офферы и скидки. Такси. Я пользуюсь приложением Careem просто потому, что мне оно удобнее и я к нему привыкла. Но есть еще и Yango, и говорят, что они даже дешевле, чем Careem. Из медицинских приложений я советую скачать приложение My Mediclinic. Если вы обслуживаетесь в Mediclinic, то у них есть классное приложение. Там можно записаться к врачу, посмотреть результаты анализов, получить рецепт, и все это в пару кликов. И еще одно must-have приложение, касающееся здоровья, это приложение Sahatna. Это такая личная электронная медкарта, где подгружаются абсолютно все ваши визиты к врачу, все ваши анализы, даже если они были в разных клиниках. По мне, это супер удобное приложение, особенно для таких людей, как я, которые все время теряют где-то свои анализы. А еще в этом приложении вы можете сразу подвязать ваши умные часы, например, и когда вы обратитесь к доктору, то будет видна также вся картина вашей активности, ваше качество сна и так далее. Ну а когда с едой, доставками, мебелью, техникой разобрались, то наступает момент, девочки меня тут сейчас поймут, поиска ваших мастеров. И вот тут начинается самое сложное. Салоны пока это больная тема. Я честно не могу посоветовать пока ни одного салона, где я была, что-то меня не устроило где-то я была конкретно разочарована, но я верю, что это всего лишь вопрос времени. В Дубае я тоже не сразу нашла всех своих мастеров, поэтому я надеюсь, я их найду. И тут очень важно помнить, что в Эмиратах нельзя оставлять негативные отзывы. Это серьезно может вам стоить штрафа, либо проблем с законом и даже депортации. Поэтому правило действует одно: либо хорошо, либо никак. Если вы уже живете в Абу-Даби и у вас есть свои проверенные мастера, пожалуйста, напишите в комментариях. Я уверена, это будет спасением не только для меня, но и для тех, кто посмотрит это видео. Еще один из вопросов, который может возникнуть, по крайней мере, который возник у меня, это где тут искать единомышленников. Я, например, подписана на Abu Dhabi Women Business Council. Они регулярно делают мероприятия, воркшопы, лекции. И по ощущениям это больше для местных женщин-предпринимателей, но все равно интересно следить и вдохновляться. Есть группы для экспатов, например, The Female Network Abu Dhabi. Они проводят женские встречи по разным тематикам, и сообщество Brain Boy Abu Dhabi. Это русскоязычные квизы с очень душевной атмосферой. Сама я еще, правда, не ходила, но наблюдаю за ними в Инстаграме и обязательно планирую посетить игру. Если вы знаете еще интересные сообщества, то обязательно делитесь в комментариях. Я думаю, это будет полезно не только мне, но и всем, кто только переехал в этот город. Чем же заняться в Абу-Даби еще? Да на самом деле много чем. Здесь правда хватает интересных мест, куда можно сходить и есть что посмотреть. Я уже делала видео про основные туристические достопримечательности города. Там я рассказываю про такие места, как Тимлаб Феномена, Лувр, Мандровые рощи и так далее. Посмотреть его, кстати, можно по ссылке под описанием видео. Ну а сейчас расскажу про менее очевидные места, но не менее интересные. Например, Манарат Аль-Саатият. Это очень интересное арт-пространство, где периодически проходят разные тематические выставки. Я недавно ходила, например, на корейскую выставку. Или, например, платформа 421. Это также арт-пространство, где проходят различные выставки и мастер-классы. Ближайшее мероприятие, которое я там увидела, это 3 августа. И отгадайте, что там буду делать. Правильно, лепить манты. А еще совсем недавно, буквально пару месяцев назад, в Абу-Даби открылся музей полиции. Я обязательно рекомендую сходить и посетить их, потому что это необычно, это интересно, это что-то новое. Да и к тому же вход во все эти места абсолютно бесплатный.
И подводя итог этого видео, отвечая на вопрос, как же мне живется в Абу-Даби, скажу, что живется мне тут вполне прекрасно. Тут спокойно, опять же, нет пробок, много зелени. Я жду осень и зиму, чтобы можно было снова гулять по утрам и по вечерам на закате. Потихоньку обрастаю новыми знакомствами, новыми людьми. Конечно, здесь общение гораздо меньше, чем было в Дубае, но это все временно. Скучаю ли я по Дубаю? Наверное, нет. Единственное, лишь по сырникам, плову, пельмешкам и доставкам русской еды. Потому что как только этого не стало, этого сразу очень сильно захотелось. Но с другой стороны, я снова много готовлю сама, и это тоже плюс. Мы съездили в Дубай в этом месяце. Впервые после переезда поехала, кстати, за маникюром. Ностальгии не появилось. Стоило всего лишь постоять в пробках, и все как рукой сняло. Вот такая вот история у нас сегодня получилась. В общем, переезд — это местами сложно, но больше все-таки интересно. И если вы уже живете в Абу-Даби, то обязательно делитесь вашими лайфхаками, вашими любимыми местами, куда обязательно сходить. Поддерживайте это видео лайком, колокольчиком, подпиской, комментарием. Буду рада всему. И до скорых встреч. Увидимся в новых видео.